Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами поделимся 11 признаками того, что в ваш дом проникла нечистая сила, призраки или иная нечисть, которая мешает вам, и, соответственно, в вашей жизни происходят определенные не очень хорошие ситуации. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, для того, чтобы знать больше. А прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Это наш с вами энергообмен. Итак, друзья, с вас лайк, а с нас важная и ценная информация. Каждый дом или каждая квартира, даже когда вы снимаете дом или квартиру, знаете, имеет свою определенную энергетику, определенные вибрации. И хорошо, когда вы приходите в свой дом или в квартиру, и вы чувствуете покой, расслабление, успокоение. Но бывает так, что вот вы пришли домой, а вам стало неуютно, и все валится из рук. И в таком случае вам нужно подумать, а возможно ваш дом стал пристанищем нечистой силы. Поэтому будьте внимательнее, возможно, вы и заметите признаки присутствия нечистой силы в вашем доме. Итак, первое – это, друзья, присутствие инородных теней и пятен. Вы знаете, вот можете краем глаза заметить или даже замечать какие-то темные пятна, тени, которые передвигаются в пространстве. Возможно, это будут искажения, например, даже видимые в зеркалах. Но не стоит пугаться от каждого пятнышка. Но если возникновение пятен и теней не имеет логического объяснения, то здесь можно подозревать потустороннее присутствие. Самый простой пример, когда, возможно, вы замечали, у вас появляются черные или такие вот серо-темные пятна. Иногда такие пятна говорят о том, что у вас сильно большая сырость в доме, особенно она появляется, или в квартире появляется именно в зимний период, потому что происходит тепло, холод и так далее. Поэтому здесь вы должны именно включить свое логическое мышление и подумать, ни на что не влияет. Если не влияет, тогда начинаете бить в колокола. Далее, следующим признаком, друзья, это внезапные перепады настроения. И здесь, наверное, больше идет о страхе и вялости. Если у вас или у ваших домочадцев начала резко появляться апатия, какие-то страхи, при этом которых раньше не было, это может говорить о том, что скопилось много отрицательной энергетики и, возможно, даже вот потусторонних гостей. Поэтому обращайте на это внимание. Это очень заметно, особенно также и на детках, и также на людей, которые очень эмоциональные. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Далее, следующим признаком являются частые ощущения прикосновений. Это могут быть ощущения дыхания, касания рукой, одеждой, которые, знаете, вот будут нести такое вот ощущение прохлады, холода. Если вы уверены, что это не сквозняк и не дуновение ветра на вашу вспотевшую от страха кожу, то, конечно же, можно предположить присутствие нечистой силы. При этом это появляется в тот момент, когда вы чем-то очень сильно заняты. Ну, например, вы в своих мыслях в это момент моете посуду, например, да, увлечены, например, и очень много грязной посуды. И ни с того ни с сего кто-то до вас дотрагивается, особенно по плечу, например. Знаете, вам нужно подумать и разобраться. Или кто-то из членов семьи балуется, но это маловероятно, как правило. Это о присутствии негатива и нечистой какой-то силой в вашей доме. Далее, необъяснимые передвижения предметов и шумы. Кто скажет, это такое-то вы рассказываете о полтергейсте, но вы должны понимать, что, возможно, у вас такого нет, но есть люди, которые рассказывают и именно о том, что у них в доме происходит. Как это происходит? Вы можете слышать, например, странный шум в комнате. При этом в этой комнате никого нет. Форточки не открыты, соответственно, сквозняка также не может быть. Например, кружки или стаканы на кухне оказываются совершенно в другом месте. Конечно, если вы живете большой семьей, то вы, наверное, на это не обратите внимания. Но если вы живете одна или один, обратите на это внимание. И, конечно же,
вы должны понимать и о том, что значит вашу квартиру или ваш дом облюбовали жильцы из другого мира. Однако, если предметы начинают двигаться непосредственно перед вами, то это говорит о том, что вот эта сущность, она хочет вам что-то сказать. Возможно, ее не стоит бояться, а нужно понять, что так сильно хочет передать кто хочет передать именно тот или иной дух. Но в любом случае, это бывает очень редко, но это бывает. И многие люди, к сожалению, этого могут бояться. Этого не стоит бояться, а стараться, конечно, на контакт мы не рекомендуем идти, но все-таки попытаться, вот знаете, понять, знаете, у страха глаза велики. Поэтому все-таки постарайтесь понять, что же происходит у вас дома. Далее. Резкие перепады температур. Вы будете удивлены, но такое также бывает в доме или в квартире. И это больше относится к внезапному похолоданию. Например, если в вашей комнате резко стало очень холодно, поэтому при этом вы знаете, что нету сквозняков, и, скорее всего, это говорит о том, что открыт портал в другой мир от ваших так называемых новых постояльцев в вашей квартире или в доме. Может быть такая ситуация. Конечно, многие сейчас скажут, ну что вы, это тепло не дошло, сейчас вспомнят физику, химию и так далее. Но бывает и такое, что, например, вы идете по квартиру или по дому, и вот, знаете, вот был горячий воздух, вы его чувствовали, то ни с того сего раз прохладный, буквально 2-3 метра, и дальше опять теплый. Вот, кстати, задумайтесь о таком. Далее странные голоса. Вы знаете, иногда вы можете слышать обрывки каких-то разговоров, может быть, слышать смех, кто-то как будто шепчется. Вы знаете, это попытка найти источник вас и привести вас к неожиданным и пугающим открытиям. Старайтесь не бояться этого. То есть вы должны принять во внимание это, но это не значит, что вам нужно забиться в угол и прямо кричать и так далее. Нет. Вы должны понимать, что таким образом, возможно, вот с постороннего мира пытаются у вас взять эту энергию страха, энергию боли, боязни и так далее. Поэтому лучше быть внимательным. Следующий признак, друзья, он очень редкий, но многие люди особенно говорят об этом в том случае, если, например, покупают новый дом, квартиру или начинают жить именно в арендованной квартире. Это удушье во сне. То есть вы ложитесь спать, и вот вроде бы даже вы уже спите, и прямо чувствуете, вас как будто кто-то душит, или у вас нехватка воздуха, или, знаете, происходит какая-то тяжесть, давление в груди. Кстати, это может, обязательно проверьте свое здоровье, и все ли у вас в порядке, потому что таким образом ваш дом мог стать пристанищем для различного рода сущностей. Бывает и такая ситуация, что вы спите, и вы чувствуете, что вас кто-то душит, и при этом вы не можете проснуться. Потом через какой-то период, то есть вы осознаете, что это ваш сон, но ввиду того определенных физиологических возможностей человека, человек не может проснуться иногда сам, потому что он пребывает в вот этом вот состоянии. Пожалуйста, если у вас это очень часто бывает, то есть, знаете, бывает один раз повторился, был сон какой-то кошмарный, это одно дело, но когда вы чувствуете, что это повторяется, все-таки обратите, пожалуйста, на это внимание. Следующий признак, друзья, ощущение взгляда в спину. И вы знаете, вот именно это чувство ни с чем не перепутать. Знаете, как будто чей-то тяжелый взгляд провожает, например, вас из-за приоткрытой дверцы шкафа. И вы знаете, главное не путать это со страхом, потому что от чрезмерного волнения такое может и даже показаться. Особенно такое бывает после того, как близкого человека не стало в жизни, и вот для человека, который живет в материальном мире, он не может еще осознать, и проститься с человеком, которого уже нет в материальном мире, и вот могут также происходить вот такие вот моменты. Здесь очень важно, чтобы вы не боялись и не тянули вот свою энергию в мир мертвых. Помните, пожалуйста, об этом. Далее, друзья, странные сны. Довольно часто в домах, где присутствует потусторонняя энергетика, людям какие-то снятся странные сны о событиях,
событиях и о персонах, которые им вообще неизвестны и которых они никогда, возможно, не знали. Или иногда во сне могут приходить какие-то дальние родственники, которых давно уже нет в живых, но вот они будут появляться у вас в снах. Знаете, одно дело, когда вам снятся вещи, сны, где идут подсказки определенные, да, какие-то моменты, и другой момент, когда вот снятся вам непонятные для вас сны. Задумайтесь, пожалуйста. Далее странные запахи. Например, что может быть здесь? Например, внезапная волна сигаретного запаха или запаха духов, которым в доме никогда никто не пользовался. Или вы знаете, например, что в доме у вас аллергия на парфумы, и, соответственно, никто в доме их не использует, никакую химию не использует и так далее, и так далее. Но знаете, что если вот появился вот странный такой запах, это весомый признак присутствия нечистой силы. Стоит помнить, что по-настоящему агрессивно настроенные сущности приносят в дом запахи сырости и тлена. Обращайте, пожалуйста, внимание. Кроме того, бывает так, что вы приходите в гости и чувствуете запах сырости, хотя его нет. То есть вы видите, вроде как работают батареи, горячие батареи, да, все правильно, все чистенько, но вы чувствуете этот запах сырости. Задумайтесь, пожалуйста, над этим. Также, друзья, что же еще может стать признаком того, что в вашем доме поселились, как говорится, другие существа? Это, конечно же, друзья, например, необычное поведение домашних питомцев. Например, ваша собака, она ни с того ни с сего начинает лаять без причины. Вот ни с того ни с сего поднимается на свои лапки и начинает лаять. Или, например, боится заходить в определенную комнату. То есть, знаете, она даже злится в какой-то степени, она себя ведет не так, как обычно. Также может быть такое быть, что электронные приборы включаются и выключаются сами по себе. Бывает так, что вы выключили, вы уверены в этом, потом смотрите раз. Или бывает так, что телевизор ни с того ни с сего включился, а потом раз и выключился. Хотя вы знаете, что, например, вы одни в доме, и кроме вас никто не мог его включить, ну и, соответственно, выключить. Также, друзья, что еще может быть? Может быть, друзья, в доме запахи. Какие еще могут быть запахи? Например, запахи серы, рыбы, например, свечей запах, или, например, запах похожий вот на то, что может исходить от разлагающегося труба. И при этом запах или запахи могут ощущаться лишь в какой-то одной комнате. Обращайте на это внимание. Кроме того, может быть такая ситуация, что в доме кто-то из членов семьи постоянно болеет. Вроде бы вот одна болячка закончилась, начинается следующая. И так по кругу. Также, что еще может быть? Люди постоянно ссорятся между собой. И у членов семьи наблюдается депрессия. Они могут ощущать себя уставшими, вялыми, даже нелюбимыми, никому не нужными и отвергнутыми. Также обращайте внимание на насекомые, потому что особенно опасными считаются муравьи, мухи, комары, и змеи и одинокая птица черного цвета, потому что именно в такие животные, насекомые, они даже пытаются вторгнуться в ваш дом. Обращайте на это, друзья, особое внимание. Конечно же, кто-то скажет, что это все ерунда, но мы хотим сказать о том, что часто люди, которые ведут с нами определенные переписки, с нами ведут консультации, они рассказывают именно в основном об этих признаках. Конечно, они не все могут проявляться, это может быть вообще 2-3 признака, но вы должны понимать, что вам нужно на это уделить особое внимание для того, чтобы не принести в свой дом и в свою жизнь вот настоящий вот этот разлад и
знаете, нищету, которая действительно может произойти. Конечно, это очень тяжелая тема, тяжелая ситуация, но вы должны понимать, что только вы можете сами принять для себя решение и изменить свою жизнь. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много ценной, важной, нужной, интересной информации. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами в следующем видео.